Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Прямо сейчас на связи. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Это живой непосредственный эфир с общением, конечно же, с вами, с нашими уважаемыми зрителями. И чат трансляции подключим. И, конечно, по QR-коду, который возле меня, тоже ответим на ваши вопросы. Естественно, пообщаемся с чатом и одного, и второго каналов. И заранее можно оставить свой вопрос Алексею Николаевичу для финальной сессии ответов на вопросы. Ну а прямо сейчас традиционно я указываю на то, что QR-код, который возле Алексея Николаевича, это его школа личностного роста и развития. Вот так, наверное, выглядит это более, лучше, как бы внушительнее, потому что, с одной стороны, школа личностного роста, с другой стороны, кольцо всевластия. В общем, Алексей Николаевич, я вижу, вы готовы. Всегда готов. Друзья, значит, как обычно и как всегда, опрос нашего сегодняшнего эфира – это вещь очень и очень понятная, вещь, которая, как говорится, не в себе, в прямом смысле не в себе, потому что, а как можно сказать, что в себе ли Дональд Трамп или нет в последнее время? Звучит опрос таким образом. Добьется ли Трамп сокращением срока ультиматума прекращения огня? Вот конкретный вопрос. Не остановки, не конца... Давайте, прекращение огня. Вот этот акт сможет сыграть? Ну и варианты ответов. Да, Путин уступит перемирие. Нет, Трамп сам же отыграет назад. Да, но Зеленский выполнит условия Путина. Или да, но Зеленский уйдет. В общем, вот такие варианты, 4 варианта, их может быть гораздо больше. Алексей Николаевич, что думаете вы по этому поводу и как вообще оцениваете вот этот новый ультиматум Трампа, который сегодня-завтра объявят, 10-12 дней, вместо 50, которые еще не закончились? А ключевым событием является вовсе не ультиматум Трампа. У нас все интереснее, квартира Медичи. И танцевать нужно от нее, как от печки, если мы хотим разобраться по-настоящему. Потому что этот ультиматум, он дело десятое. Представим себе, что не было бы квартиры Медичи, ничего бы не изменилось. Путин бы просто его проигнорировал и продолжил бы воевать так, как он воюет. А теперь все гораздо интереснее. Теперь вообще все интереснее. Давайте квартира Медичи. Хотите? Конечно, давайте. Ну, вот на квартира Медичи это поинтереснее будет. Значит, на Вашингтонщине ходят упорные слухи, что таки да. Что таки записали, что там очень много прелестей, начиная с махровейшей коррупции в оборонке, дискутируемой лично святым Красным Солнышком, да, и его товарищами, его главным кошельком Медичем, и заканчивая выражение типа «да я ебал всех этих ваших украинцев» из уст самого Солнышка, самого гаранта и так далее. Впрочем, это информация, нуждающаяся в проверке. Теперь понятно, почему была затеяна вся эта история с НАБУ, потому что нужно было срочно любыми средствами предотвратить попадание всего этого в эфир, уголовное дело производства и так далее. В НАБУ оно готово, и они готовы предъявлять Мендичу пока на этом уровне. Но 1,5 месяца оперативных материалов, записи, они же тоже никуда не деваются. И могут преобразоваться в подозры, а могут просто выйти в публичное пространство и устроить грандиозный скандал. Вот. И теперь есть нюанс. Когда их не удалось задавить, поднялась буча, народ вышел, и любимый резидент таки испугался вместе со всем своим офисом. Они реально испугались. Не столько вышедших, сколько дружной поддержки Запада, которая последовала вышедшим. То там была вот образцово-показательная история, когда Телеграф опубликовал такую, казалось бы, себе статейку, такого, казалось бы, себе историка, который говорит, что Зеленский часть проблемы теперь. Чтобы вы понимали, Телеграф британский – это, давайте максимально деликатно скажем, очень хорошие друзья Ми-6. И, как сказал один мой приятель, не наш, говорящий на английском языке, говорит, слушай, ну если работодатели такую черную метку присылают, то это что-нибудь да значит. На следующий день Зеленский записывает сообщение о том, что вот мы с Стармером все порешали, все будет компенсировано. Почему британцам, почему не штатам компенсировано, не Европе, а именно британцам? А вот потому что это работодатели прислали черную метку. И здесь как бы, но даже все это блекнет, потому что есть примета получше. Вся вот эта сволочь, которая вокруг офиса терлась всегда и пыталась быть его лучшими друзьями, я их еще помню, она сейчас моментально переобулась.
Кого вы имеете в виду? Ну, много там всяких там пидпанков, да, разного масштаба, которые пытались быть полезными и петь славу президенту, устраивать свои дела, бизнес и так далее. Сейчас Зеленский самый плохой, самый коррупционный, самый нехороший в их словах, в их рассказах. И они рассказывают такое, что волосы на ногах стоят дыбом, куда там пленки Медич. А это самый верный знак. Вот эти парни и девчата никогда не ошибаются. У них с чутьем все в порядке. В общем, нас ждет интересное развитие событий, но Зеленский все. Все. Будет ли он все завтра? Будет ли он все спустя 2-3 недели? Будет ли он все в ноябре или даже до весны? Дотянет до весны, не дотянет, конечно. Это мы будем посмотреть. Но, внимание, в любом случае его статус будет поколеблен в двух вариантах. Или Рада отголосует обратно и НАБУ получит полномочия, тогда начнется дело производства по Медичу, а там фамилия президента встречается чаще, чем буква «И» с точкой. Вот. И его прямая речь и все остальное. Либо этого не будет. Депутаты, говорят, не склонны голосовать за возвращение полномочий. И тогда материалы будут реализованы через какую-нибудь украинскую правду или еще что-нибудь просто сброшены, как пленки Мельниченко в свое время. И в любом случае тут все как бы шухер. Теперь внимание, если его снимают, дальше все очень просто. Его снимают народное возмущение или военный Майдан, потому что когда военный народ услышит, что на этих пленках, Зеленского спасти уже не сможет ничего, вообще никак. Ну тогда с кем перемирие? Вопрос же, кто придет после Зеленского, тогда ключевой. Например, если это будет какой-нибудь Рахамин Давид, который возглавляет Верховную Раду и как глава Верховной Рады гребет до конца войны, когда бы там ни было, конец войны, это одна история, с ним может быть перемирие. Вот. Другое дело, если прилетает Залужный из Лондона в голубом вертолете, там, начинает, как спаситель Отечества, начинает садиться на главное кресло, будет ли он подписывать перемирие, это большой вопрос. Какое и как. Третий вариант. Зеленский может пойти на широкую коалицию, объяснив, что вот я вот за закон, а вот депутаты, видите, не голосуют, поэтому давайте позвать Юлю, Петю и всех остальных правительства, потому что все хотят воровать, все хотят иметь своего одного, второго министра, и получится ширка нормально, и как бы власть распределится. Единственный нюанс, что Зеленский полностью теряет власть в этой ситуации, становится заложником парламентских сил, потому что его 10% не вытянет, там, которые депутаты у него останутся после всех этих кунштюков, после ширки. И там колебания «Слуги народа», мягко говоря, очень серьезные. И рейтинг их существенно ниже и рейтинга президента, и лично Зеленского. Как бы, там уже не на что рассчитывать. Поэтому пойдет ли широкая коалиция и коалиционное правительство, хотя вероятность, что Зеленский поделится властью 0,1%, опять же, на перемирие тоже очень большой вопрос. Но там уже возможны нюансы. Соответственно, для россиян и для Трампа отсутствует сейчас как бы легитимный субъект, легитимный и легальный субъект до некоторой степени, который способен вообще обеспечить выполнение этого соглашения. Подписать-то его можно, а как будет армия его выполнять, когда она послушает эти пленочки? Не захочет ли она воевать отдельно, как-то отдельное подразделение, или вообще не будет его слушаться? Понимаете, да? Поэтому сейчас главное не что говорит Трамп, а главное, как быстро НАБУ реализует материал. Какая вера НАБУ? Там сплошь и рядом российские шпионы. Нет, там, конечно, российские шпионы, Видели но... Малюка? Как он с Конечно. придыханием, как он это все эмоционально говорит. Вот, негодяи какие в Ну, американском понятно. А стиле. голос президента подумал, подделал искусственный интеллект, но только это не поможет, сразу говорю. Это история такая. Потому что все это будет очень хорошо компенсировано поддержкой Запада. Внезапно найдутся эксперты, которые скажут, нет, ну что вы, это настоящее, ну и так далее, и так далее. Молодые люди с прекрасными сердцами, горящими глазами и так далее выйдут на улицы снова, появятся военные и так далее, и так далее. Эта история решена. Вопрос, в каком варианте она решена. И вот с тем, кто образуется после этого, Трамп и будет стоять, Путин будут вынуждены иметь дело, так или иначе. Но проблемка-то в том, что мы наступаем, сейчас начинаются времена, которые были в 18-20 году в Украине, 100 лет назад, когда правительство будет меняться каждые 6-8 месяцев. Вот, скорее всего, будет такой период. С кем перемирие, какое перемирие, на каких условиях перемирия в такой ситуации, это очень большое. Возможно, Трамп, зная, чем кончится история с НАБУ, и некоторым образом, возможно, даже в ней участвуя, сокращает срок перемирия, потому что понимает сроки наступления специфического, сроки ультиматума Путина, специфического периода в Киеве и в Украине, скажем так.
возможен. И тогда ему нужно сделать так, чтобы Путин не мог вмешаться в транзит власти в Киеве. Или был ограничен во вмешательстве. Ну, вот. Это может быть такая версия, потому что если они просчитали или организовали хотя бы все происходящее, после того, как оно случилось, то им нужно гарантии от Путина определенные хорошего поведения на время транзита на власти в Киеве. Потому что транзит может быть не за день, а там занять какое-то время еще и так далее, чтобы когда армия будет в определенной степени обезглавлена, лишившись верховного главнокомандующего в транзитный период, будет вопрос, ну, как бы кто, как, куда, как и почем воюет, и зачем вообще все это. И в этот момент армия уязвима, и общество уязвимо. Поэтому, да, не исключено, что готовят транзит или готовят притормозить Путина, готовят аргументы для него. Но это все мы посмотрим, увидим в кратчайшие сроки. 10-12 дней. Ну, 10-12 дней, когда там депутаты голосуют 31 июля у нас, да, вроде. Тут осталось, кстати, 4 дня, да. Ну, все очень, очень быстро сейчас будет. Если провалят голосование, это новая волна протестов. Соответственно, НАБУ, которая и те, кто вокруг НАБУ, из-за НАБУ, которые не получат полномочия реализовать это официально через уголовное дело, скорее всего, начнут сбрасывать материалы в прессу, там, широким массам, и начнется. Так или иначе. Ну, то есть в августе переворот. Ну, как переворот. Некий сложный период, давайте так назовем. Транзит, а как он пойдет, куда пойдет, он же могут где-то скомпенсировать, Ширка, разговоры о Ширке, еще где-то что-то как-то. Но, судя по тому, как готовятся все, по цифрам, по которым называет Трамп, ну, где-то все очень близко. Начало. Это же не означает, что оно непременно будет конец в тот же день или через 2 дня. Есть варианты, в которых они докончат. Ну, вариантов 10, 12, 10, я считаю, вижу отчетливо. Из них в 3-4 Зеленский может доковырять аж до октября, там, ноября. Может, но не дальше. Вы говорите, ну, или как А может приводите. вообще все за один день кончится, просто смоется, когда на него попернут, попрут на офис толпы, да, и все. Вы приводите фактор России как некий аргумент. Во-первых, Угу. сегодня очень странная история. А, Официально, ну, там участвовал в какой-то панели, дебатах, обсуждениях Лавров, да, Угу. выдает очень интересные вещи. С одной стороны, не без надежды на Трампа, конечно же. Но с другой стороны, говорит, смотрите, Запад, ни одного союзника ну, от Запада, в общем, они хотят, как хотели, так и хотят нас убить, расчленить, ну, собственно, развалить, ослабить. Это вот ближе к тексту Лаврова, да. Ну, в общем, понятно. Враг Запад. Такого не было ни в одной мировой войне, когда ни одной западной страны не было в союзниках. У нас Россия одна, одинокая. Это с одной стороны. С другой стороны, звучит вот этот ультиматум Трампа. Вот эти фразы «мне не о чем с Путиным говорить». Тут Стармер сидит рядом перепуганный. Он еще более был бледен, как Урсула фон дер Ляйен вчера. Вот это вот стоит, не знает, куда себя деть, да, ну, сидит на этих креселках, да, а Трамп жжет, говорит, все, в общем, разговаривать не о чем, не будем, мы слишком много говорили, ничем это не заканчивается, все. Будут санкции вторичные, мы все продумываем, все, мы ко всему готовы. Трамп на коне. Он только что нагнул Урсулу сделать то, что она не может сделать физически. Ну, по поводу энергетических. Ну, в общем, победа у Трампа. 100%. Это все сводятся к этому. У Трампа всегда победа. Где Трамп, там победа. Поэтому даже если там будет страшная не победа, то выяснится, что Трамп-то сделал все правильно, все остальные Да. неправильно, все потеряли. А Но он Д'Артаньян. Но тут Трамп вопрос, был ответ, безусловно. ответ был только от Медведева. И то Мгм. какой-то такой. Россия это не Иран и не Израиль. В общем, это войну приближает к самим Был США. еще один ответ. Мы Валентину Матвиенко сегодня встречали цветами в этой вашей Европе, которая давала клятвы не бросить Украину и до последнего бороться за нее против страшной России. Ну вот прилетает спикер Совета, вернее, глава Совета Федерации, который дал Путину разрешение вести войну формально. И встречают цветочками. Вот вам реальная политика, а не то, что говорится на всех этих красивых форумах. Поэтому ну, я очень хочу посмотреть на эти страшные санкции. Ну, вот, но, как бы деликатно так сказать, а что солдату в окопе российском или идущему на окоп эти санкции?
Сможет ли Путин сохранить боеспособность армии? Сможет. А что еще нужно? Ну, Что еще, смута. что еще нужно? Смута Смута? внутри. Из-за чего? Из-за холодильника? Это же надо знать россиян. Как только россияне получат сигнал, что Запад против нас и решил расчленить матушку России, недаром Лавров в этой риторике, они затянут пояса потуже, а поддержка Путина будет 146%. Это же россияне, их надо четко понимать. Когда ущерб престижу, покушение на Россию-матушку и ее там, значит, символический капитал, они всегда только гуртуются, только крепче смыкают ряды, только злее становятся. Это очень глупая история. С Россией все это не работает. С Россией надо или воевать всерьез, или не воевать. Два варианта. Санкции, пересанкции – это все детский сад, шестая ясельная группа. Ну, смотрите, в конце Медведев делает приписку, мол, не поступайте так же, как сонный Джо. А по сути-то Трампа втянули в эту колею? Или пока Ну, еще нет? ну как, ну, смотрите, что бы он ни делал, он не сможет быть большим, чем Джо. Потому что Джо оказывал годами помощь на 2 миллиарда в месяц. И Трампу никто не даст такую помощь. Оказывается, прежде всего, не дадут его однопартийцы. Там, да, или поддержка. Не забывайте, Трамп вступает в избирательную кампанию скоро и, скорее всего, проиграет парламент свой, американский. Начнется веселая полоса. Ему очень нужны голоса каждого. И это не такая простая история в условиях, когда вопрос поддержки Украины или противостояния с Россией является настолько болезненным и ключевым для парламентских дебатов и дебатов вокруг парламента. Поэтому, ну, смотрите, он всегда грозный, всегда страшный, все должны испугаться и так далее. И так далее. Трамп всю биографию такую. Возникает вопрос, что делать, когда они испугались. Ну, вот не испугались, а что дальше? Ну, значит, надо менять Зеленского. Ну, надо менять Зеленского и ставить кого-то, кто подпишет 4 области и Крым, правильно? Без вариантов. Потому что иначе будет 6 областей и Крым, несмотря на все санкции. А возникает вопрос, кто этот храбрец? Кто этот молодец, который сможет это сделать? Поэтому при всей огромной любви к Владимиру Александровичу лично, я могу сказать, что, возможно, люди через 3 месяца будут ностальгировать о временах, когда был Зеленский. Что может закрутиться такое, что Зеленский покажется манной небесной. Ну, представьте себе, ну, прилетает Залужный и садится на трон. И Трамп говорит, силовое давление, силовой ультиматум и тем, и тем. Мир через силу, давайте-ка мириться. А Залужный недавно выпустил статью, в которой написал, наш успех никому не понравится. Победа, скорее всего, никому не понравится. Поэтому надо побеждать без оглядки. Сигнал понять. Сигнал, прежде всего, для американцев, для Трампа с его миром. Ну вот он начинает воевать активно. Мириться не хочет. Он не подпишет 4 области. Крым, хоть убей. Воюют. Америка прекращает финансовую помощь. Европа неизвестно, что будет делать с финансовой помощью. Но в любой момент, в любом ситуации, Зеленский уже сказал, что у нас на следующий год нужно 40 миллиардов компенсаций для бюджета, просто чтобы держать социальную ситуацию. Выплаты пенсионерам, бюджетникам там, и так далее, и так далее. Ключевой вопрос для того, кто бы не пришел к власти после Зеленского, это вопрос продолжения финансовой поддержки. Нет, даже не войны, а просто макросоциальной стабильности. Вот. Если это будет какая-то страшная хунта или ужасные военные, как многие мечтают, как вы думаете, будут им платить? Это открытый вопрос. Может быть, и будут на определенных условиях. Но условия-то базовые какие? Мир с Россией. Что бы там ни говорила Европа, установка очень четкая. У них, у Штатов, мир с Россией. Мир. Поэтому всем этим смеси этих старосят и батальонов, которые так или иначе, скорее всего, побеждают, после Зеленского Зеленского, а потом после Зеленского придется искать из своей среды крысу, которая подпишет, сломает хребет украинской национальной революции и подпишет мир. Не подпишет, им отключат газ. И тогда их снесет вторая толпа, уже которая без лозунга. Лозунгом будет, которая не справедливости, не полномочия НАБУ, а просто хлеба и воды. Ну вот и все, через полгодика. Поэтому хлеба, воды, электричество. Штык в землю, конец войны. Поэтому понимаете, этот ультиматум Трампа на фоне внутриукраинских событий, которые на самом деле определяют все, это исчезающая малая величина. Ну, это, в принципе, многие к этому отнеслись даже без привязки к украинским событиям, потому что все прекрасно понимают, ну окей, да, ну вводят Ну, что санкции, а что скажет Индия, Китай?
А у тебя все так говорено вот тоже, понимаете, тоже вопрос. Да. А Там Индия и Китай будет максимально противодействовать. тоже энергоносители для Европы. Ну окей, там написали, что там миллиарды эти. Ну а есть ли вообще эти миллиарды, 750 миллиардов у Европы, вложить в США на эти энергоносители? Они, во-первых, дорогие, во-вторых, а ты сможешь обеспечить танкеровозы, вот это все, то есть... Ну, то есть это абсолютно такая пустая история, декларативная штука. Тем более Урсула, она кто? Ну, она никто. Например, отдельно вот Мелани вообще в шоке, говорит, не, мы, конечно, поддерживаем, что нет 30%, а есть 15%, но мы еще хотим разобраться, что к чему. А Макрон, который Дональд говорит, Политико сегодня пишет, да, а тут Эммануэль, как это, Митенька, да, там, Шурочка, Митенька, вот это, понимаете? То есть тут тоже очень странная, спорная история. Меня интересует главный момент. Вот все-таки, Алексей Николаевич, давайте о нас, об украинцах. А что к ним такое отношение скотское, если верить вот этим сливам пленок Миндича? Когда они их считали людьми? Никогда. Власть организована по мафиозному признаку. Власть не лоха организована по принципу «мы в мафии все молодцы, а все остальные лохи». Все. Просто это в быту говорится. Не все слышали это. Как бы, да. А теперь у вас есть шанс, что услышат все. И я очень хочу посмотреть на украинцев, которые рассказывали, что это президент свободы, который ведет их там куда-то, а вот проклятый Путин и очень плохой Арестович, который его критиковал. Я просто не понимаю другого. Ведь по большому счету, как это? Джерело Влады — это типа люди с картонками на Нет. протестах, помните? Вот это вот источник власти. Так а зачем плевать или мочиться в этот источник? Потому что он получил абсолютную власть в Украине. Это последний, кто ему мешал, активисты. И дело же не в активистах, не в девочках, студентках, и там не высоколобых, там смешных всяких, которые их поддерживают, а в то, что идет с Запада. С Запада. Если в ведущих мировых изданиях в течение суток были организованы статьи заказные, осуждающие Зеленского и поддерживающие этих прекрасных девочек с картонками, то сразу понятно, откуда дует ветер, зачем это все и кому это нужно. Зеленский перестал устраивать Запад. Причина одна. У него нет плана окончания войны, который требует от него Запад. Более того, он думает, что он самый умный, Запад лохие, их можно водить за нос сколько угодно. Ну, вот, растягивая свою власть, а там тем временем сдохнет то ли Эмир, то ли Ишак, то ли еще кого-то. Помните, он говорил, Путин старый, Путин умрет, не ставьте на него, ставьте на меня. Ну, вот это психология Зеленского. Поэтому для него лошары на Западе, лошары собственный народ, потому что они ему верят, за него голосуют, его поддерживают. Вот. И выяснилось, да, что главный лошара все-таки он, наверное, окажется, как только пленки пойдут в ход. И до этого, до всего этого, ну, все, прямая угроза кошельку его, прямая угроза ему лично. Там ведь самое главное – это оборонка, коррупция в оборонке, то есть это воровство на крови солдата, о котором я говорю уже 3 года. Как бы, да. Он прямо ворует на крови солдат, на крови гражданских, которых лупят с неба шахедами там, да, и баллистикой. Там все в этих пленочках. Голосом любимого президента. Поэтому, ну, понятно, что он уже был вынужден так поступать. А потом оказалось, что нет. Что все по ленинской ситуации. Вот что важно понять. Ленин говорил, что, ребята, не тратьте время на организацию революционной ситуации. Надо быть дураком, чтобы пытаться организовать. Никто не знает, что сработает и когда, и как. В другой ситуации этот закон прошел бы, его бы не заметили. Вот. Но надо быть дважды дураком, чтобы не воспользоваться революционной ситуацией, если она уже образовалась. Вот она образовалась. И теперь ее пользуются все. Я хотел отдельно о Тимошенко поговорить, с вашего Мгм. позволения. Да. Но это такая дама, которая может подписать и очень неудобная. Сейчас она становится в такую дерзкую позу перед 31 июля, когда все... Сейчас же какой тренд? Депутаты, ой, мы ошиблись, ой, мы там не подумали. Гончаренко говорит, деньги давали некоторым, а теперь угрожают что-то деньги вернуть. А украинский же депутат не может деньги вернуть, поэтому будут голосовать, так скажут. А то, что Зеленский всех кинул, ну, по большому счету, они же эту неделю все
сорвали маски с себя. Все начали кричать про суверенитет, про этот ужасный там загнивающий антикоррупционный блок, о том, какой молодец Зеленский во время войны. Вот это вот все разгоняет, это кодло, шобло, это все для того, чтобы обороноспособности помогать. А тут вот Зеленский сам говорит: ой, извините, а я назад, а я заднюю передачу включаю. И они все остаются неудел и начинают лепить Горбатова к стенке, типа: а это я ошибся, ой, извините, а это я там подумал, а бес попутал, чур меня чур. Но Тимошенко не такая. А голосов-то тютелька в тютельку, плюс еще, простите, перерывчик небольшой, потому что была же информация, что многие взяли чемоданы, ноги в руки и свалили со страны. Как вам кажется, вот может ли парламент сделать этот переворот? В принципе? Люди может. А где-то один из вариантов. Люди, которые близки к парламентским делам, говорят, что никто не собирается голосовать 31-го за откат. Обратно. То есть, значит, закон останется в том виде, в котором он принят. Возникает тупик, потому что это новые протесты, и Юля, как всегда, хочет оседлать протесты. Но в каком варианте она их пытается оседлать? Она пытается сделать ставку в отмобилизованной стране на тех, кто обладает реальной властью. Потому что реальной властью обладают люди с ружьем и люди Соросята с сетками. Когда она выступает, по сути, против НАБУ и против Соросят, это означает, что она делает ставку, скорее всего, на ту часть электората, ту часть депутатов и ту часть людей с ружьем, которые считают, что ушли бы эти американцы нахер, и вообще вся Европа, мы суверенная страна и сами должны решать, что к чему. Вот, пытается им понравиться, создает почву для будущих или уже прошедших переговоров. Ну, не знаю. Но среди правых украинских, которых очень много, там, в батальонах, бригадах и так далее, и целыми отдельными бригадами, да, давно панует думка про то, что нехер подчиняться американцам. Как бы зависеть от них. Они Соросят не ненавидят. Поэтому здесь скорее ключевой вопрос, кто окажется фигурой, которая способна соединить Соросятню и батальоны. Я об этом целую статью написал. Вот, потому что реальный козырь и реальная власть будет у того, кто сможет это сделать. Вот. Но Юля заняла свою позицию против. Возможно, она даст себя потом уговорить, но, наверное, что-то рассчитывает. Хотя, как все живые люди, она может рассчитывать, а потом просчитаться. Кто его знает. Алексей Николаевич, если ждут такие времена руины серьезные и вот повторение как раз-таки событий прошлого века, ну, чуть больше, чем 100 лет назад, то о чем вообще Эрдоган заявляет? Говорит: накроем стол, перемирие в Стамбуле, вот сейчас все будет хорошо. Нет, так он заявлял, когда события с НАБУ были непонятны, и оценка их была неясна. Никто не является всесильным. Эрдоган мог идти в своем тренде, получив там какие-то гарантии от там, Трампа, Путина и некое согласие от условного Ермака или Умерова, да, и успел выйти с заявлением, не до конца оценив перспективы того, что происходит в Украине. А может быть, это вполне согласованные вещи. Мы увидим это в кратчайшие сроки, согласованное деление. Они не могут быть не согласованы, я скажу так, даже больше вопрос, как, кем и в какой форме они согласуются, и к какому виду общему знаменателю они приводятся. Перемирие и смена власти в Украине, транзит. Или, скажем, создание условий для смены власти. Поэтому вполне может быть, что и Трамп, и Эрдоган, и все остальные будут максимально добиваться перемирия на срок там, кризиса внутриполитического украинского. То есть давайте еще раз, Всеми силами, да. чтобы было понятно. Возможен сценарий, когда перемирие быстренько организуют, ведь фактически, давайте будем честны друг с другом, Россия уже устроила это перемирие. В первые дни вот этих протестов ни одной воздушной тревоги. Никто ничего, даже никто ничего не запустил. Даже в сторону Украины камень не кинул, тапком никто не снял и не бросил. Потому что все смотрели на эти замечательные лозунги, на вот эти все перформансы, как плюют в безуглую смотрели, как вообще бурлит это все на площади у театра Франко и по другим локальным точкам. Но потом уже спустя пару дней, конечно, начались вот эти точечные удары, но не во время протеста. То есть такой сценарий, что здесь закрутится, а война как бы остановится, ну или замрет сама. Сама она может замереть только на условии, что как минимум одна сторона прекратит воевать. Теперь вопрос, а зачем России транзит власти в Украине? Для выполнения условий меморандума.
Значит, кто-то должен выполнить. Кто? А мне кажется, любой может выполнить. Нет, любой не выполнит. Основные кандидаты, которые на слуху, не подпишут. 4 области и Крым. А на меньше россияне не пойдут. Но мы же с вами украинцы. Мы помним 2014 год. Вы помните историческую роль Поросюка? Да. И где он сейчас? Вот найдется какой-нибудь такой Поросюк? Так что он сделает? Запретит подписывать? Ну, отыграем наоборот. Или скажет подписать? Скажет подписать, все подпишут и окажутся в новой реальности. Ну, как минимум армия расколется по этому поводу и очень сильно. Значит, будет гражданская война. Теоретически для России это выгодно, потому что в гражданскую войну они возьмут не только 4 области, они возьмут 6 и 8. Преспокойно. Так что да, они могут сыграть в перемирие для того, чтобы и даже в подписании, для того, чтобы ситуация стала еще хуже. Зачем Залужному фотографироваться для ВОК? Как зачем? Потому что строится имидж. И в частности, да, нужно много красивых фотографий в престижных журналах. Почему нет? А кто лучше получился, Залужный или Свириденко? А я не смотрел ни на ту, ни на другого. Честно говоря, да, как-то миновало. Бог помиловал. Ну, это вопросы, они же все связаны с будущей политической конфигурацией страны. Как вы ее видите? Да, это нужна фигура, которая садится росят и батальонных. Это же очевидно. Из таких Буданов и Залужный у нас просматривается. Ключевые фигуры Белецкий и Прокопенко. Белецкий как человек, который может претендовать на лидера правых, куда он шатнется. Он находится в сложной ситуации, потому что, с одной стороны, ему надо объяснить правым, почему соросятня это хорошо и почему нужен союз с ними. Но, с другой стороны, всегда есть объяснение, потому что проклятый Путин. С другой стороны, жена Белецкого, Татьяна Даниленко, журналистка известная, работает в «Украинской правде», то есть в самом гнезде соросятни. То есть, в принципе, ответ уже мы имеем. Ответ «да». Союз этот случился в семье Белецких непосредственно. Поэтому, почему бы ему не распространиться за пределы семьи? Буданов выскочил в первый же день с заявлением, что давайте все єднатися перед обличчям ворога, да, одвічного. И головне в країні єдність. Там кто-то там из пиарщиков рядом сказал, выскочи, это полезно. То есть предстоит какая-то короткая схватка между этими всеми кандидатами или как короткая договоренность. Условно, в треугольнике Буданов, Белецкий, Залужный. Вот. Кто будет, мостом? Кто армией и правым будет объяснять, что ровно так и надо? Слияние с этими леваками, которые за ЛГБТ и которые не любят факельные шествия, а вы, наоборот, любите факельные шествия и не любите ЛГБТ. Но ради Украины, ради противостояния Путину и так далее. И тогда им придется решать простые задачи. Проведение реформ, освобождение экономики, компенсация социальной стабильности. И война с Путиным или война с Путиным более эффективная. Но я же говорю, их всех ждет сюрприз их всей жизни. Потому что когда они придут на Запад и скажут, смотрите, мы тут все перелюбились, прилетели с Лондона, сфотографировались и договорились, мы готовы дальше деколонизировать Россию, им скажут, чуваки, план ровно наоборот. Надо, чтобы кто-то подписал мирное соглашение с Россией сейчас. Давайте 4 области и Крым. И кто же это сделает? Буданов может ради личной власти. Белецкий... Буданов может, вы считаете? Может, да, может. Подождите, а почему вы так говорите? Интересно. Потому что я его очень хорошо знаю. Он может. Во-вторых, Белецкий, на очень определенных условиях, там, очень определенных, достаточно гибкий, он тоже сможет это подписать, и самый умный среди них. Залужный нет. Не для этого квиточку растыла в Лондоне. Поэтому вопрос, как это будет все решаться, никто не знает. А Арестович? Арестович подпишет. А кто за Арестовича? Ну, наверное, тот, кто сейчас поставит лайк на вашем канале. Не Смотрит. в этом дело. Смотрите, кто бы за меня не поставил лайк, у них нет организованных сеток у меня, как у Соросятни, и нет батальонных с оружием в руках, как у Белецкого, например, и у Залужного, и Буданова. И все. Я на таких условиях даже в Украину не приеду, не то что в Киев не сяду. По одной простой причине, потому что это власть будет, которая, ты сел в кресло, посидел, подписал, и тебя на штыках вынесли через минуту. На кого опираться? На армию? Так она сама поделится пополам, а может и на 4 части к этому моменту. Откуда легитимность у силовиков?
как это все будет проголосовано, это же все нереально. Если президент, которого избрали там всенародным голосованием, да, какая-то доза легитимности есть, и это очень сомнительно в этих конкретных условиях. А где эти выборы? Как их проводить? В каких условиях? Поэтому легитимность, скорее всего, будет Верховной Рады. Либо у военной хунты, либо у Верховной Рады. Вот. Но она будет определяться вот в этом треугольнике. Верховная Рада, батальоны Соросня, поддержанная Западом. И как-то, скорее всего, поскольку единственным легитимным более-менее органом, которому будут давать деньги для пенсионеров, и макроэкономической стабилизации социальной будет Верховная Рада, как-то будет все вокруг Верховной Рады построено. И, скорее всего, главой Украины до перемирия, во время перемирия, некоторое время после перемирия, так или иначе, будет некий условный глава Верховной Рады. Из кандидатов там аж там, раз, два, три, четыре, пять. Юля, Разумков на определенных условиях, Рахамия как лидер большинства сейчас. Ну, вот где-то в каком-то таком треугольнике. Как оно повернется, это будет серия коротких схваток и договоренностей, в результате которой что-то получится. Никто не знает до сих пор, что и как оно повернется. А еще давайте не будем исключать черные лебеди, там всякие упавшие вертолеты, возможно. И прочее, прочее, с кем-то, кто летел там возглавить и спасать. Поэтому я с удовольствием с яхты посмотрю на все, что происходит. Мое реальное время – это когда они все передерутся, перелюбятся, все прое, поссориться с Западом окончательно. И вот тогда, возможно, да, когда уже от отчаяния наступит время, когда уже будут и сетки, и батальоны, но все это не будет работать. Тогда они будут искать фигуру, которая способна реально решить проблему в этой ситуации. Тогда да, я смогу быть такой фигурой в том или ином варианте. Но в ближайшее время нет. У меня кофеечек и яхта в планах. Видите ли вы угрозу, ну, регионального сепаратизма? Конечно. Это танец, который всегда будет станцован в Украине. Напоминаю, последняя гражданская война 100 лет назад, 65 независимых территорий, абсолютно лидер за всю историю человечества. Поэтому Украина то же самое будет и сейчас. Вот. Ну, начнется как только поколеблется будет статус легитимности Верховного Главнокомандующего, будет поставлен вопрос о призыве на уровне отдельных сел, даже районов, областей. Люди просто будут ставить КПП и не пускать ТЦК. Как только где-то будет объявлен какой-нибудь очередной комендант, читаете, силовики и менты не выполняют свои основные функции, вот это, считайте, независимая территория. Даже если они ничего не скажут про себя и не скажут, что мы тигры освобождения села там, Хацапетовка, все равно это уже отсутствие власти легитимно. И оно будет сыпаться в той или иной форме, в том или ином варианте. Кстати, одной из задач любого коалиционного решения, той же Рады, и Хунты, кого угодно, прилетевшего Залужного, прилетевшего Арестовича, будет снова объединять страну. На каких принципах? И на каких идеях, ради чего? Мир, поход в Европу. В Европу нас не пустят. Мир допустим. А дальше что после мира? Вот наступил мир, что дальше? Да, ну, смотрите, вот это вот, знаете, вот это разводитесь, вот пессимизм. Вот Львовский горсовет снял ролик «Украина 2062». Прям красивый, на 3 с лишним минуты. Там как бы старик в 62 году рассказывает свою жизнь. Как они волонтерили в Киевской области, встретил свою подругу в боевую жизни, как они войну закончили, как Путин помер, как квартиру купили, как вступили в Евросоюз, на монетке евро теперь трезубец, ну хотя немножко жаль гривню, как у них там семья, и все, это, всего бы не было этого счастья, там саммит НАТО в Одессе, вот это все. Если бы он в свое время не вступил в ВСУ. Вступай в ВСУ, приблизь 2062 год. Смотрите, как все классно получается. Ну, есть вариант, где будет 3 Украины, и там на Западной Украине, уже западной, это не на Западе, как сейчас, а на Западной Украине некая зона Р будет, сколько угодно, любые сказки можно сочинять и рассказывать. Это да. Дело в том, что Украина не живет в единое будущее. А это ситуация, на которой все и распадается всегда, вне зависимости от степени неблагополучия или благополучия. Если нет единого будущего, то всегда все распадается. Это единственное, что склеивает общее будущее. Поэтому его нет у Украины и украинцев. Нету. Слишком разные взгляды, слишком разные трактовки истории, слишком разные хотелки в будущем и так далее. Все понимают, надо отбиться от проклятого Путина. Представьте себе, отбились. Что дальше? Что вас объединяет? Великая победа над Путиным. Великая что? Великая победа над Путиным. Конечно. Великий запрет публичного исполнения российских песен, русскоязычных Да. песен. Да. Еще больше мовных патрулей. Прекрасно.
Я прям чувствую, как в экстазе, да, сольется вся Украина на этой, в восторге, да. И одесситы сами себе будут запрещать песни на русском языке. Прям вот чувствую, да. Прям вижу. Недавно выступал хлопец какой-то, ведь, воюющий, сказал журналистке, которая делала вид, подбирала ножки и делала вид, что она ахает, охает, так непривычно слышать. Он говорит, вообще на фронте 70% русскоязычных. Говорит, придурки вот эти, которые в вышиванках на украинском в тылу, вот они все и портят, говорит, а у нас там все в порядке. Вот вам ответ. Ну, это боец с позывным анархист. Да, Тоже символично звучит. да, да. И Поэтому он там вообще, смотрите. вообще крамолу сказал. Говорит, елки-палки, мы виноваты в этой войне. Да, там Путин напал, Путин такой-сякой, это понятно. Но мы О, тоже как много интересно. чего нарушили. О, как интересно. Прямо как нарративы этого проклятого Арестовича. Смотрите, когда уйдет Зеленский, как король окажется голым, начнется глобальный пересмотр. Первое, причин войны, как мы в нее попали, хода войны и выхода из войны, и дальнейших перспектив. А вот вполне может оказаться, что в течение года-полутора все фигуры, которые сейчас считаются суперзначимыми, Белецкие, Будановы, там, Залужные и так далее, станут, ветер историю несет. И будет другая проектность и другая Украина, как, или несколько Украин. Какая, никто не знает. Поэтому вы не спешите. Вот самое главное в этой ситуации, никогда не спешите верноподданничать и занимать чью-то вот однозначно политическую позицию на уровне персонали. Думайте о проектности. Какой вы хотите видеть Украину? Видите, все эти снятия памятников, все эти бесноватые с факелами, все эти вот, там, я не знаю, запреты русского языка и прочее, прочее, это же возможно только нарушение Конституции бесконечное, вообще отсутствие законности в стране, забивание людей насмерть там, и прочее, хиканье над теми, кто погиб, переплывая Тису, сбегая из родной страны от условий, которые здесь созданы. Они же существуют только потому, что центральная власть все это разрешала. Читайте Зеленский. Когда он уйдет, все это будет минимум подвергнуто крупному сомнению и пересмотру. Оно может пересмотреться в сторону чего? Ужесточения. Например, если хунта придет, она так начнет ТЦК, как этот, включать, чтобы выиграть эту самую войну или не проиграть, что мама дорогая. Если, например, придет Верховная Рада, она наверняка начнет компенсировать, широкая коалиция, начнет компенсировать и откатывать, скорее всего. До какой-то степени. По крайней мере, на уровне практики. На уровне лозунгов может, конечно, что-то там бешеное и произносить. На уровне практики наверняка откатывать. Поэтому надо понимать, майданный проект закрыт. Он закрыт том, или будет какой-то новый проект, или несколько проектностей, какой мы не знаем. Мы посмотрим. И все это было бы очень хорошо, если бы не война. Именно поэтому, вероятно, скажем так, усилия по тому, чтобы ее остановить, и транзит проектности в Украине произошел без вмешательства России прямого в виде вооруженных активных военных действий. Для этого будут прилагаться все усилия, но все усилия отнюдь не означают их успех. По поводу усилий. Ваша тема коммуникационная тема, но это Мгм. прям очень серьезная. Это прям очень серьезный вопрос. Мгм. Потому что вы тут заговорили о мальчиках и девочках, которые огинались вокруг офиса президента, а сейчас свалили. Мгм. Многие отметили, что Заривная ушла от Ермака. Нет, она в проекте осталась, там детки, которые там детки, вернем детей, вот это все. А вот коммуникационный, в общем, там уже другой человек заведует, она ушла. И это уже некоторые сравнивают тоже, плохие, кстати, сравнения, с Кучмой, кажется, да? Когда от него тоже... Янукович, когда у него пресс-секретарь тоже ушла. Период был. Кучма — это пленки. Одна параллель по Кучме, вторая по Януковичу. Все как-то много слишком параллелей получается. Так вот, сейчас очень интересный месседж вырисовывается. Значит, во-первых, опять достали вот эту Денисову Людмилу, которая выходит в эфир и начинает, так сказать, рассказывать душещипательным голосом, с загорелым видом о том, что, простите, в общем, насилуют украинских женщин русские солдаты для того, чтобы они не захотели мужчин больше и никогда не рожали, чтобы не получались больше украинцы. А это геноцид. Нет, понятно, что дичь лютейшая. О том, как она простоволосилась тоже на этой теме раньше, и за что ее, собственно, все уже забыли, и никому не интересно. Но вот сейчас ее опять достали.
Опять запускают какие-то ролики, когда в Египте там в стрингах, бикинях украинские жінки четвертый раз подряд заказывают «Воины света», а русские, мол, ха-ха-ха, сидят и даже ничего не могут сделать, а наши танцуют. Танцуют наши, так сказать, фронт египетский, фронт-пляж, батальон all-inclusive. То есть мы, получается, нас очень серьезно хотят перебросить в повестку 22 года. Но то, что уже там, простите, пожалуйста, вы как человек из 22 года, да, то есть под санкциями, то, сколько людей сбежало, то, сколько жертв, то, сколько ужаса и кошмара и репрессий, получится, как вы думаете, всех перебросить опять в эту пургу ненависти, орки, там, воины света и так далее? Да нет, это очень мелкие частные вещи, которые они пытаются развлекаться, но это как бы агония вот этой старой проектности. И конец. В каких формах, когда, это не так уж важно, там завтра или к ноябрю, ей конец. Надо исходить из того, что после. После замена проектности в любом варианте. На какую-то другую. Какую неизвестно. Она может быть хуже, она может быть лучше, она может быть более людоедская, более человечная, может быть смесь где-то людоедская, где-то человечная. Кто там кого изнасиловал, да, и кто там под какую музыку танцует, это 110-е дело, оно не играет серьезной роли. Денисова, не знаю, по собственной инициативе или потому что какая-то депутатская группа или кто-то за настоящее решили покачать тему, там, феминистические группы, я не знаю, но это, по-моему, не основной предмет исследования должен быть в этой ситуации. Ну, здесь имеется в виду, что нам же не просто так эту жуть опять на четвертом году войны. У нас, смотрите, у нас просто пропаганда высасывает из пальца всякую ересь. Вот Саша, да это очень-очень мелкая история. Очень мелкая история. Глобальный фонд сменился радикально. Все уже. Что там эта пропаганда, это никого не интересует и не будет интересовать в кратчайшие сроки. Если на Западе четко дадут команду работать на мир, то никакая пропаганда не поможет. На кого хорошо, они? почему не дают? Почему дают? Дают. Иначе бы эти прекраснодушные картонки не пошли бы к офису. На самом деле они не знают, их не спрашивают, и они не знают, для чего их туда толкнули. Но как бы как толкнули. Пошли-то они сами, для чего их использовали, скажем так. А Кого-то чё толкнули, они там скачут? Кто не скачет, тот москаль. Ну, потому что, ну, это же все продолжение тех же самых трендов. Я же говорю, вот это надо очень хорошо понять, что когда они доскачут и скажут, что все, мы все поменяли в Украине, мы готовы дальше деколонизировать Россию, этих негодяев, насилующих украинских женщин, они им скажут, ребята, все это было для мира и про мир. Нам нужен мир с Россией. Поэтому, ищите, кто подпишет. Вот это то, что будет. Что они до этого момента успеют наградить, абсолютно не важно. По пропаганде, про Бучу, про женщин, про все, что это абсолютно не важно, вообще не играет никакой роли. Роль играет совершенно другое. План прекращения войны. И люди способны его осуществить. Все. У Трампа, похоже, его нет. Это со стороны России. Нет, подождите, это еще только половина проблемы. Это со стороны Запада. Вопрос, хочет ли Россия прекращать эту войну. Хочет на условиях, которые они выставили. И в июньском ультиматуме, если будет 4 области и Крым, они готовы остановить. В настоящий момент. Но вот именно этого и будут добиваться. Осталось найти фигуру, которая сможет создать условия, и или хотя бы не сброшенный с пьедестала, подписал соглашение о 4 областях и Крым, и так, чтобы это соглашение выполнялось. Это настолько малорешаемая задача, я вообще не представляю, как Запад себе думает это сделать. И они, по-моему, очень сильно преувеличивают степень управляемости украинцев и всех этих типажей, которые рассматриваются на предмет. Может быть, это будем мы, там новые какие-то подписанты и так далее. Поэтому Запада ждут очень большой сюрприз. Он будет пытаться сделать мир, но будет ли этот мир и как он будет, я не верю. Я верю в руину. Даже в короткое перемирие я готов поверить. Дальше все равно будет руина, региональщина, атаманщина и так далее. Это практически и дальнейшее наступление России, это практически неизбежно. 95%. Давайте уделим время фронту. Тут тоже есть очень много интересных, скажем так, таких моментов. Значит, понятно, что, как это правильно сказать, да? Карта Deep State нам ничего не рисует, ну, от слова совсем. Ничего, но он довольно добросовестно рисует часто. Однако у нас есть успехи.
вооруженных сил Украины. Кондратьевка, так сказать, освобождена. В общем, и видео, и фото оттуда, вот это направление. Причем интересно, в Алексеевке продвинулись вперед, а Кондратьевку освободили. И, мол, разбили там 30-ю бригаду российскую, и об этом пишут российские военкоры. 225-я элитная украинская бригада – это вот то наступление, о котором говорил Сырский и которое он его анонсировал? Нет, это частный очень эпизод, связанный с борьбой за один населенный пункт на одном не самом главном направлении Сумском. Реально то, что происходит, темпы российские увеличиваются. Наступление на Донбассе, там есть 3 участка, где провалилась наша оборона на уровне тактики. И имеет шансы при определенных условиях перерасти на тактический успех в оперативно-тактический, например. А это уже очень серьезная история. Сразу на 3 участках такого никогда не было за всю войну, начиная там с, например, сентября 22 года. Давайте с севера на юг. Окружение Купянска. По-моему, дело времени. Карта Дело времени, но сразу могу сказать, не быстрого времени. Это где-то вот осень, такая, может, даже глубокая осень. Не так... Там все просто, в этой войне и так быстро, чтобы оно окружено. Разве что по каким-то причинам, например, внутриполитическим фронт сломается и рухнет быстро. Но да, все дело ведет к тому, чтобы этот котелочек был замкнут. И тогда образовался оперативный балкончик для того, чтобы идти на следующий этап на Изюм, подходить в Славянскую, Краматорскую. Мы это говорили. Могу повторить еще раз. Север. Ну так, Тоже понимаете, вы это Да. говорили, но опять-таки есть четкий рывок в районе Серебрянки, да, вот здесь Лиманское направление. Его не рисуют до карты Deep State, понятное дело, но он прям такой очень заметный. И люди об этом пишут и говорят, что прям выглядит как прорыв. Там Это один из этих 3 участков. Вот. Но надо понимать, что это все еще тактика. Она не стала оперативно-тактическое значение, не приобрела. То есть это не десятки километров, ни в глубину, ни по фронту. Да, но в принципе по нынешним меркам достаточно солидная штука. Смотрите, давайте так, если все идет как прежде, вот темпы не меняются, логика не меняется и так далее, то взятие Купянска, там, продвижение к Славянску-Краматорску на Лиманском направлении, схлопывание Константиновского вот этого котла, там, взятие Константиновки, взятие Покровска и выход на северо-восток, там от Покровска туда же, к той же Дружковске. Это вопрос нескольких месяцев. До 3. Не так это все быстро. Но практически неизбежно. Если начинаются какие-то поправки любого рода, например, внутриполитические в Украине, внутриполитические в России. Давайте уже оставим этот шанс любителям поверить в то, что после санкций Путин падет, или там они не смогут армию набрать, допустим, то это сроки могут увеличиться или ускориться, в зависимости от. Но если все так, как дальше, что гарантированно не будет так, как дальше, это месяца 3. Но направления не меняются. Как эту карту не крути, там будет Запорожье, Запорожская область, там будет Покровск, там будет Константиновка, там будет Купянск, Краматорск, Славянск, выход туда. На севере Харьковская, на севере Сумское – это частная возня, она не играет серьезной роли по отношению к решению российским командованием главной политической задачи – взятие 4 областей под свой контроль, которые они записали в свою конституцию. Все. Ну, я так понимаю, Славянск-Краматорск уже они намечены, все цели. Это Ну, видно. так это тоже все, смотрите, весь рисунок – это для Славянска и Краматорска. Это последняя крупная агломерация в Донбассе, Донецкой области, которая является препятствием для полного контроля над областью, как и велело политическое руководство Москвы. Ну и, понятное дело, тут еще дополнительный фактор. Сейчас много там возмущений ходит по поводу воды в Донецке. Это тема, которая решает ситуацию с водоснабжением Донецка. Среди прочего, конечно. Прям вот чем больше разгоняют вот эту историю по донецким разным пабликам и везде, тем быстрее пойдут на Славянск. То есть вот это прям 100%. Гонят вперед, получается, российскую армию. Давайте больше подробностей по поводу вот этого захода на Степногорск. Значит, это вообще какая-то диковинная штука. Значит, тут же у нас
Каховское водохранилище, правильно? Тут там дамба имеется в виду разрушена, беды много, саранча, вот это все. Как Господребслужба пишет, Россия виновата в том, что в Украине саранча. Вот так вот. Но тут вот как бы по кромке поля, ну, по-футбольному выражаясь, идут понад бережком, и прям Мгм. уже сейчас начинается битва за Степногорск. Алексей Николаевич, чем она может закончиться и чем чревато это для самого Смотрите, Запорожья? Запорожская область в планах. Это однозначно. Однозначно, даже можно не спорить. И в планах она к зиме, к захвату. К зиме. К зиме. Ну, наверное, даже к зиме, либо за зиму, как пойдет. Более, если все так же будет, как прежде, более вероятно это за зиму. В планах, напоминаю. Но часто бывает, написали на бумаге, забыли про овраги, а по ним ходить. Поэтому логика общая понятна. К концу года, условно, к концу зимнего периода боевых действий должна быть полностью захвачена Донецкая и Запорожская. Вот это сейчас логика момента. И некие удержанные буферные зоны в Сумской и Харьковской. Вот это план. Значит, друзья, пожалуйста, доголосуйте в нашем опросе. Сейчас будем подводить итоги. У меня есть еще одна тема, которую я не могу с вами ну, не пройти, на ней не сакцентировать внимание. Она важная тема. Значит, сегодня день крещения Руси по нормальному календарю. Потому что Зеленский перенес, ну, понятно, по-новому, новомодному на 2 недели. Туда влепил День государственности, все там символизм, все туда. А сегодня там, ну, какой-то скорбный день, там то, что погибшие волонтеры, в общем, дети. Сегодня какой-то такой трагический день. У меня Это возникает, попытка переписать историю. ну, в очередной раз, у меня Да, конечно, теракт в Еленовке, погибшие и так далее, но при всем уважении к погибшим Еленовке, День крещения Руси, как бы можно было не перекрывать, правильно? Сделали бы на день раньше, на день позже, если уже очень хотелось. Но, тем не менее, сделали все, чтобы никак вот не было общей истории с Россией, чтобы вот совместно не было Рождества, совместно не было ключевых дат и так далее. Стыдливо и пытаясь изобразить, что мы же жили в какую-то отдельную историю 1200 лет. мой вопрос, он касается вот этого цивилизационного фактора. Угу. А идентичность. Вот это очень, это прям, я даже хотел, я сомневался. Ну, понятно, что Трамп с этой новостью все перебил, и поэтому опрос у нас об ультиматуме Трампа, потому что это же... Хотя вопрос, я прям думал перед этой сегодняшней встречей, именно в день крещения Руси с вами, вопрос выбора идентичности. Так а кто мы? Ну, вот там, да, современники. Мы идентифицируем себя с Русью, вот тем временем русской цивилизации большой, имеется в виду русской, да, то есть когда от слова Русь. Или мы, ну не знаю, какие-то там в шароварах, вышиванке, украинцы, вот сейчас как Усик, да, хотя тоже у него там с флагом, с гимном проблемы, говорит, флаг не хочу такой, гимн не хочу, но типа вот как Усики мы. Или мы там люди мира, которые, ну давайте будем откровенны, можно там любить, не любить украинцев, но они в любой точке мира, и в Азии, и на Западе, и везде, то есть и в Африке, я знаю много таких людей, разъехались они по миру, они все равно, ну остаются, они там внедряются, это люди мира, такие космополиты в какой-то степени. Или европейцы, вот прям такие европейцы. А, Нам же этот день крещения Руси как бы подсказывает, кто мы, а мы его отпихиваем. Может, мы выбрали уже, как народ имеется в виду, не мы с вами вдвоем, а как народ. Может, выбрал народ, кто он уже? Как вы отвечаете на этот вопрос? Ну, мы не знаем мнения народа, раз и в нынешних условиях установить его невозможно. Раз. Народ крайний раз мог высказать свое мнение в 2019 году, он его высказал. И он был в пользу того, что в хорошем смысле какая разница. Потом тот, кто уособил это все мнение, народ предал и перешел на сторону тех, кого он обещал сместить. А с тех пор случилось много чего, и каждый хочет себя считать кем угодно, некоторые всем сразу, некоторые частично и так далее. Центральный сигнал очень четкий. Он показывает, что то, что показывает Институт национальной памяти, мы – это УНР, просто УНР-2.
Потому что Институт национальной памяти и логика государственная там, в той же военной форме и военной символике очень четко показывает, куда уходит мы корнями. В Украинскую Народную Республику 18-20 годов. Это калька с балтийских стран, которые сумели стать страны Балтии в 18-м, стать независимыми. И продержались там до 1939 года, когда Сталин их обратно аннексировал, 39-40. Ну, вот, поэтому ну, вот это попытка повторить вот это. Даже казаччина у нас отменена, по сути, да? Я уже там не говорю про эпоху Киевской Руси. Вот такой центральный сигнал. Так или иначе, в силу устройства государственной политики и устройства этого мира, в конце концов, все разворачивается под центральный сигнал. Тем более в стране, в которой авторитарный режим, и она в режиме военного положения. Поэтому вопрос о смене центрального сигнала. Или его поддержки, или усиления. Кем считает себя народ в этих условиях? Почему Русь оплевана как идея? Ну, потому что они считают, что Русь – это вот Москва. Москва победила в захвате гранд-нарратива Руси. И если мы как бы об этом говорим сами, мы как бы соглашаемся с Москвой. А это ужасная трагедия. Какой ужас. Ну, хотя вполне можно сказать, если вам так очень сильно хочется, да, мы соглашаемся с Москвой, у нас единая позиция по поводу Киевской Руси, но сейчас дороги разошлись, и вот мы даже воюем. Кто виноват? Москва виновата, потому что что? Мы один народ, но вот она решила повоевать против части своего народа и убивает в основном русскоязычных на востоке и юге Украины. Вполне себе нарратив, пожалуйста, на здоровье. Куда более здоровый и разумный. Если ему хочется оправдать войну с Москвой, там, да, и вот так далее. Но никого не надо выплескивать ребенка вместе с водой. Но они так не могут, потому что они тупенькие просто. Ну, все. Обидно просто, знаете, за что? За то, что, с одной стороны, мы-то украинцы такие хорошие, у нас везде, там, везде мы, там, везде за своих сойдем, и дай бог еще всем таких мигрантов, как украинцы, ну, те, кто сбежал, те, кто уехал. Угу. Проблема в том, что так получается, ну, мы стали людьми без земли. Во-первых, потому что ее продали. Во-вторых, потому что ее изуродовали, изувечили войной. Плюс всякой саранчой. Потому что, ну, смотрите, 21 век. Илон Маск, у него там что-то заклинило со Старлинком, подняли жуткий хай, вот это вот на днях. Да, ну просто сбой какой-то пошел, быстренько возобновили. Мы ждем инопланетян, которые должны прилететь к нам осенью, в конце осени, чтобы с ними хорошенько повоевать, потому что они какие-то недружелюбные инопланетяне. А мы с саранчой не можем справиться. Но это нонсенс, идиотизм, понимаете? Это все уже знают, как это делать, и ну, мы живем в современном мире. А у нас, ой, проблема. То есть мы отстаем, получается, вот это, мы скатываемся в какой-то 17-16 век, в 15 мы скатываемся. Мы во времена Римской империи скатываемся, когда саранча всех испугала. И не понимаем, да. То есть мы нигде никому не нужны, кроме как сами себе. А Так эту это мысль от есть. нас выкорчевывают, понимаете? Это и есть плата за отказ от того, кто вы. Так всегда бывает. Все беды, нет ни одной проблемы человека, могу вам сказать, как автор и преподаватель школы личностного роста, не существует ни одной проблемы от финансовой до духовной ориентации, в основе которой не лежал бы неправильный ответ на вопрос «Кто я?». Насколько у человека неприятностей, ровно пропорционально это неправильный ответ на вопрос «Кто я?». Поэтому то же самое с народами. Коллективная личность. Вот чем больше украинцы играют в Андрея, в терминологии Тараса Бульбы, тем больше у них неприятностей. Но они отпихивают от себя отпихивают изо всех сил, кто они имеют свою долю неприятностей. И поэтому тут не только саранчой разучится бороться, скоро как разучится воду подавать в квартиру. Как бы, да, что там еще? Знаете, как в Риме император Константин, который сделал нанский эдикт, и христианство стало там доминирующей религией, не стало государственной, вопреки, как думают все, 333 год. Когда-то надо было поставить арку Константина. Каждому полководцу делали арку. И у них не нашлось уже во всей огромной империи специалистов, которые помнили, как делать арки. Не могли создать новую арку. И пришлось разобрать старые и просто собрать, как лего, из старых арок арку Константина. И мы не смогли построить новую арку.
Хотя Римская империя была на пике могущества тогда, фактически. Ну, пик могущества скорее 200-й год, но ну, там еще очень-очень в форме. Ну, вот. Та же самая история сейчас. Еще кажется, что да, мы кое-что умеем. Но на самом деле тут, когда люди разучились быть собой, они всегда разучатся быть людьми. А когда они разучатся быть людьми, они разучатся делать людские практики. Скажите, когда хотят запретить язык, на котором говорят родной язык для миллиона украинцев, когда церковь хотят запретить, чего же еще? Ну, как бы понятно уже все. Я же говорю, вот этим, то, что с Украиной глубоко ненормально, все было понятно, когда в день, когда забили первого, ну, стало известно про первого забитого ТЦК человека, не вышел Байдан. Все стало понятно. На самом деле стало понятно раньше, когда стали хихикать над туристом, которого съела, массово туристом, которого съела Еще российская раньше, Алексей Николаевич, акула, да. когда Да. типа кто-то рисовал какую-то метку на асфальте или свет включал, а его привязывали к столбу и избивали. Ну, вот типа того, да. Поэтому, ну, все же понятно уже, да. И началось это сильно до войны, и много лет назад, и так далее. А война просто ставит жирную точку, медленно рисует жирную точку всему этому счастью. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Спасибо большое, что проголосовали. Итак, добьется ли Трамп сокращением срока своего ультиматума прекращения огня? 4% считают, что да, Путин перемирие уступит. 11% да, но Зеленский уйдет. 13% да, но Зеленский выполнит все условия. Публично, не публично. Короче, все сделает Зеленский в плане вот этих условий Путина. А 71% считают, что нет, Трамп сам же и отыграет назад. Ну, потому что встретит, видимо, какое-то жесткое сопротивление России и Китая и, в общем, скажет: ой, я этого не говорил, например. Или я там имел в виду другое. Ну, все же, понимаете, в чем дело? Вот этот вопрос нам показывает. И это, кстати, очень хороший итог нашего сегодняшнего вот опроса. А к Трампу серьезно перестали относиться. Урсула черти шо подписывает то, что выполнить не может. Китайцы тоже. Они все могут только с ним подписывать отсрочку. Но сейчас такое ощущение складывается, что они все отсрачивают проблемы, дальше. Да просто дождутся, пока его 4 года закончится, да и все. Быстрее, когда парламент потеряет большинство, хрупчайшее большинство в парламенте американском, на этом все. Тут осталось-то год. Поэтому даже меньше. Поэтому, ну, конечно, с Трампом, как бы, человек, который обещал размах на 10 миллионов, а ударил на 2 копейки. О чем с ним говорить? Он же сделал сам все, чтобы к нему никто всерьез не относился. Переходим к вашим вопросам, друзья. Значит, Алексей Николаевич, как можно больше пытаемся уважить народу, поэтому емче, но вас в принципе никто не ограничивает. Если глубокий интересный вопрос, то пожалуйста. Значит, сначала сообщество YouTube, потом чаты трансляций, канал Александр Шелест и канал Алексей Арестович. Пожалуйста, поставьте лайк. YouTube это любит, YouTube это надо, потому что эти все санкции и все ограничения по географии от правительства, значит, это все равно как бы немножко дезориентирует YouTube, поэтому можем не найтись. Поэтому проверьте, подписаны ли вы, и есть ли стоит колокольчик о новых видеоуведомления. И в принципе, я заметил, что есть такая история, пишут люди, отписывает даже сам YouTube. Ты же вроде подписанный, не отписывался. Заходишь, ой, ё-моё, надо заново сделать. Надо немножко время. Давайте его приведем в чувство, эту видео-дурмашину. Сделайте это. Касается это наших подсанкционных каналов. Поехали. Вопросы. Алексей Николаевич, значит, Игорян спрашивает. Добрый вечер. Простой вопрос. Будет ли война Польши и России? Последние заявления Туска заставили задуматься. Если да, то в каком виде? Ходят слухи, что НАТО обменяет Калининград на часть Прибалтики. Якобы Польша оккупирует Калининград, а Россия Эстонию. Скажите, будет ли война Польши с Россией? Какая может быть? Смотрите, эти страшилки появляются каждый год. И аккуратно обычно к российским учениям Беларуси. Запад 2025. Сегодня страшный дрон прилетел над Вильнюс. О, да. И всего там уже война, перевойна и так далее, и так далее. Никто не знает, будет война или нет. В условиях, когда 90% российской армии задействовано в Украине, о какой войне с Польшей вы говорите? Скажите, пожалуйста. Вот о какой?
или с НАТО. Поэтому пока не кончится война в Украине, или пока Россия откуда-то не возьмет 500 тысяч войска дополнительного, ну, ни о какой войне с НАТО речи быть не может. Белорусы, корейцы не вариант? Нет, ну сколько белорусов отмобилизованные будет? 40 тысяч, там, которые станет стоило корейцев 40-80 тысяч, это ничего. Да еще без боевого опыта. Ну, корейцы уже вроде как с боевым. Ну, все равно это ничего. Ну, сейчас цифры все, что меньше 200 тысяч, это абсолютно несерьезно. Добрый вечер, Алексей. Вы говорите, что в планах у США и Европы мир с Россией. Однако риторика Европы более чем воинственная, мол, собираемся воевать, но попозже. Как вы думаете, мировой экономический кризис элиты опять захотят разрешить за счет русской цивилизации? А что, есть мировой экономический кризис? Да, многие об этом говорят. Прям уже Ну, когда... вот-вот осенью стучится в Вот дверь. смотрите, мне через неделю 50, и крайние 51 я слышу про мировой экономический кризис. Он никогда не прекращался. Поэтому это все абсолютно несерьезно, компенсации и прочее, прочее. Поэтому, как бы, Европа в риторике жесткой находится только потому, что хоть создает себе переговорные позиции с Россией. Но напоминаю, России не нужен мир. России нужны 4 области и Крым на этом этапе. Поэтому Европе надо как-то будет добиться от Украины 4 областей и Крым. Пока совершенно непонятно, как это делается. Даже если она хочет мира, и Трамп хочет мира, как это делать, никто не знает. Кто будет это делать, никто не знает. Торн, пользователь такой, спрашивает, как вы относитесь к анализу Чаплыги, что Россию растягивают на 4 лапы? На какие? Где 3 лапы какие еще? Ну, я так понимаю, по периметру это имеется в виду. Ну, кто? Где 3 лапы оставшиеся? Балтика, у нас, ну, у нас основные усилия, потом Средняя Азия, там, вот этот путь, Зангезурский коридор, Азербайджан, Средняя Азия, ну вот там где-то вот эти 4 лапы. Что такое? Ее растягивают, она не очень растягивается. Но у нас она воюет. Пожалуй, в странах Балтии нет, в Зангезурском коридоре не воюют. Там огромное количество процентов национального ВВП туда не тратится, войска туда не едут. Как кто? Кто ее куда растянул? Это, как говорится, как говорил Рабинович, без меня могут даже... Вы знаете, что про вас говорят, когда вас не слышите? Без меня могут даже бить, он говорит. Да, понимаете? То же самое. Ну, много сейчас говорят, вот смотрите, хитрый план, тут Россию откусывают у нее, тут откусывают, пока она здесь вот увязла в Украине. Что такого от нее откусили, скажите, пожалуйста, от этой России? Она огромная, вселенная, самодостаточная. Как бы, да, что от нее можно откусить полсибири, она не заметит. А тут Зангезурский коридор какой-то. О чем вы говорите? Ой, кого, на ваш взгляд, назначат очередным гетьманом Украины, Иван спрашивает. А кого-то назначат, но будет какая-то короткая схватка, будет какой-то коалиционный гетьманат, скорее всего. И какой-то там дядя будет в шапке изображать из себя гетьмана. Месяцев 6-8. Как Алексей относится к ЛГБТ-сообществу и геям? Никак. Правда ли, что Зеленский и Ермак вместе? Я очень много слышал слухов на эту тему. Ну, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Просто не знаю. Какие 2-3 вопроса вы бы задали Иисусу? Вопросы, на которые у вас нет ответа. Василий такой вопрос философский задал. Никаких бы не задал, обнял бы, если бы он разрешил. Алексей, сегодня мало кто отмечает День Крещения Руси. И на ваш взгляд, возможен ли в наше время человек, находящийся в заповедях Господних, способных просветить поколение зумеров и привести народ к Христу? Да, все возможно. Все возможно. Все возможно. Хорошо. Значит, когда Украина развалится, остатки уже не унаследуют ее имя собственное. Как это произошло и с Югославией, спрашивает Лина. Может быть, да.
Так а что, с СССР произошло то же самое, что с Югославией. Все же наследовали какие-то там свои имена. Беларусь, Казахстан, Россия, Украина и так далее. Ну, Украина наследует до какой-то степени. Интересный вопрос. Здравствуйте, Алексей. Не совсем про политику, но затронет многих, особенно после войны. Как изменится отношение детей к миру, у которых отцы останутся на фронте навсегда? Если не понимаете, что я имею в виду, что будет с поколением? Как мужчину вырастить без отцовского воспитания? И что такое мужчина, помимо болта ниже пояса? А вот у меня был семинар в субботу. Называется «Власть мужчин». Ну, власть над собой имеется в виду. Ну, вот возьмите, там ровно об этом рассказывается, и даже воспитание мальчиков очень большой кусок есть. Алексей, если вы... Ну, кстати, это можно сделать по QR-коду, который возле Да, да, Алексея. именно. Вот там проще найти семинары и все другие лекции. Значит, Алексей, если вы, конечно, в курсе, интервью Дудю, бывшего посла в РФ Макфола, он сказал, что по Конституции Украины при военном положении выборы проводить нельзя. Это правда? И что в таком случае, или подтасовка фактов в пользу легитимизации всех прошлых и нынешних встреч с главами, или факт легитимности Зеленского? Как он это объяснил и что думаете по поводу интервью? Интервью это все сразу в отвал. Что можно, что нельзя в Украине, может решить только Конституционный суд, который то ли специально, то ли случайно был приведен в недееспособное состояние аккуратно перед войной. А ЦИК или Центральная избирательная комиссия, которая тоже будет решать это на уровне чего? В треугольнике Конституционный суд, Верховная Рада и ЦИК. Вот, пожалуйста. Ни то, ни другое, ни третье. Ну, Конституционного суда нет, финального вердикта никто вынести не может. Верховная Рада, любое решение, которое она примет, будет под вопросом. Ее легитимность, как бы, да, и так далее. А ЦИК – это уже вообще опосредованная инстанция после этого. Поэтому в каком-то смысле ваш вопрос не имеет значения. Так, переходим в чаты трансляции. Сначала чат Александр Шелест, потом Алексея Николаевича. 25 600 на канале Александр Шелест, 38 с лишним на канале Алексея Арестовича. Поэтому, друзья, поставьте лайк и реагируйте. Вопросы, как говорится, давайте вживую. Это те, которые были заблаговременно оставлены, написаны. 1000 ракет могут компенсировать 500 тысяч войска, спрашивает Юрий. Нет. Александр Алексей, здравствуйте. Как бороться с саранчой на заминированных полях? Как вы себе это представляете? Спасибо за внимание. Я вообще себе не представляю, не думаю ни о саранче, ни о заминированных полях. Не об их сочетании. Значить, питання про безуглу, що назвала смерть цивільного кармою ухилянта. Підписала знищення НАБУ, а потім вийшла на мітинг проти закону, який сама проштовхнула. Чи не думаєте, що в людини з головою біда? Спрашивает пользователь. Она не вышла на митинг против закона, она вышла со своими требованиями снять Сырского и так далее. И вообще на первой табличке у нее, по-моему, было написано «Я за закон». Так что, как бы, такое. Как вы относитесь, ну сразу, чтобы как бы по горячим следам, к истории с синдромом, который у Безуглой, и дискуссии о том, имеет ли она право быть допущенной государственной тайне как депутат? Это определяет Служба безопасности Украины, единственный орган, который опікується державной таємницей. Что касается, может ли она быть депутатом, опять же, это Конституционный суд должен решать, которого нет, который недееспособен. Зачем Зеленский, Никитер спрашивает, зачем Зеленский до войны последовательно лишал Путина инструментов давления на Украину? Минские, Медведчук, Крымская платформа. Его кто-то подталкивал или он сам этого хотел? Это очень большая история, как мы в эту войну въехали. Но могу сказать, что въехали мы тогда, когда он подписал и не выполнил соглашение Парижские от 9 декабря 2019 года. Вот тогда он сделал войну неизбежной. Хотя имел полную возможность выполнить их договоренности и, скорее всего, избежать большой войны.
Андрей Б. Ну, это я понимаю, что такие вопросы, но это человеческий вопрос. Алексей, что делать обычным украинцам? Пытаться выехать? Ну, кому? Девочки, да, могут выехать, мальчики могут. Я не знаю, как они это будут делать. Но каждый решает сам, что ему делать. Каждый здесь решает сам. М, Значит, каждый решает сам. Это, конечно, хороший ответ, но все-таки это тоже чувство обреченности, которое, да, вот, Слушайте, я давит. когда поступил в военное училище, у меня был очень талантливый командир, гений такой, старший лейтенант Камышников. И он сказал, главное, ты знаешь главный закон пехоты? Я сказал, нет. Он сказал, закон пехоты звучит так, каждый умирает в одиночку. Это не потому, что мы все злые и циничные, а потому что так на самом деле всегда бывает в жизни. Тоже верно. Дмитрий Или Кож. цитируя, как это, цитируя КМС Титаренко из «Бой идут одни старики», почти в такой же ситуации, когда его спросили, что делать, он сказал, что есть такие моменты, когда человеку никто не может помочь. Рождается, сам умирается. Дмитрий Кожин. Мог быть проект Украины демократической России, которая, наоборот, бы притягивала, например, айтишников из России, которые сильно, скажем, пострадали от экономических санкций, и ну, тех же Грузии, Армении с 22 года? Никогда не верил проклятому Щелину, который говорит, что имена имеют власть, ссылаясь на Максима Исповедника. И если, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Но с каждым днем я начинаю все больше думать, что это чистая правда. Что-то в этом есть. Поэтому, если что-то называется Украина, то она и будет Украиной. Никогда она не будет никакой демократической. И никогда не будет демократической России. Если бы переименовать, как я предлагал, в Русь Украина, там, или в Киевскую Русь, еще какую-то сменить акцентуацию, идентификацию, то и новые имена дали бы новый вайб, новый Wi-Fi, новое поле. И там многое было возможно. Но это же все осталось в виртуальности. А в реальности мы имеем то, что имеем. Как вы относитесь к Фикрету Шабанову и его прогнозу, что до 15 октября сменят и Путина, и Зеленского? Акмал спрашивает. С чувством восхищения я отношусь к Игорю Жабану. Ну, разделяете или не разделяете, что и Путина, и Зеленского поменяют? Я прям хочу посмотреть, кто и как поменяет Путина. Тут Зеленского поменять не могут, да? А Путина, да, это, конечно. Значит, Алексей, будут ли русские идти на Одессу? До Одессу идти технически очень сложно. Это очень отдаленный этап. Как бы, да, если война сколько-нибудь управляемая будет со стороны Украины. Если все рухнет, конечно, могут зайти. Ой, Антон Несмеянов спрашивает. Спросите, пожалуйста, у Алексея, если бы прилетели инопланетяне и сказали, что он человек мира, как бы он отреагировал? Я бы попросил, чтобы меня забрали с собой посмотреть, как там у них. Потому что тут все уже понятно. Тут все понятно. Слишком понятно, к сожалению. Так, значит, переходим к вопросам с чата Алексея Николаевича. Значит, спасибо большое. 26 тысяч Александр Шелест, 39 тысяч у Алексея Арестовича. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я это называю не для того, чтобы там держать руку на пульсе. Во-первых, мы в прямом эфире, это все вживую. А во-вторых, очень нужно, чтобы вы поставили лайк, друзья, поэтому не поленитесь, пожалуйста. Вопрос. Алексей, здравствуйте. Я из России. Вам уже писал. Устал от войны. СВОшник, ветеран, убил моего друга. Что я могу сделать для мира, кроме антивоенной агитации? Хочу побывать в Киеве, Одессе и Львове. Соглашайтесь с вами. Все, что вы можете сделать. Что вы думаете о нарастающих проблемах в России? МJ спрашивает. Слушайте, я не так много живу на свете, всего 50 лет, но все эти годы у России нарастают проблемы. Именно поэтому Россия берет Покровск.
Я с ужасом представляю, что если бы в России проблемы не нарастали, она бы, наверное, взяла уже Лондон. Вот, а так только Покровск. Глобальный вопрос от Алекса Бауэра. Алексей, как вернуть современную цивилизацию в русло покорения космоса и индустриальных технологий? Каковы шансы на это? Современная цивилизация должна потерпеть крах в том виде, в котором она существует последние 400 лет, и чем она вдохновляется. Что будет с новой цивилизацией, мы посмотрим, пока это совершенно не очевидно. Но это никуда не полетит, не пойдет, вы можете это забыть. Это и надо развалиться. Станислав, Алексей, здравствуйте. Как вы считаете, какое направление возьмет Беларусь после ухода Лукашенко, на восток или на запад? Какие отношения будут с Украиной? Давайте поймем простую вещь. К тому моменту, когда уйдет Лукашенко, настолько вся ситуация будет другая в России и в Украине, что мы совершенно не знаем, какое направление оно займет. Это вопрос не может, судьбы Беларуси не может сводиться к Лукашенко. Предполагается, что когда уйдет Лукашенко, все останется неизменным в Украине и в России, что, мягко говоря, не так. Что будет с Зеленским после боевых действий? С Зеленским много чего может произойти еще во время боевых действий. Как мы, если вы сначала смотрите передачу. А вообще, вы представляете, что его садят в украинскую тюрьму? Посадят вряд ли. Ну, как бы, скорее всего, там самолет упадет, вертолет упадет, что-нибудь такое произойдет. Алексей, в какую игру играет Великобритания? В одно и то же. Не должна появиться новая Российская империя. Макс Котш, Алексей, весной вы по фактам объясняли, что Путин всегда держит слово. А почему Трамп говорит обратное? Не знаю, надо Трампа спрашивать, а не меня. Более того, я уверен, что было с точностью да наоборот. Трамп должен был сдержать слово и не сдержал. А теперь Трамп же, конечно, не может быть виноват, поэтому надо, чтобы обязательно был виноват Путин. Ам, Хороший, кстати, вопрос. Дмитрий Азаров задает. Однажды вы сказали, что враждующие армии можно очень быстро помирить. А как это сделать? Да это делается элементарно. Прекращение огня, значит, совместный поиск. Только назову две вещи. Первое. Совместное разминирование территории. Это реально боевые операции, они рискованные. Саперы наши, саперы их, оцепление вместе и так далее, и так далее. И через 3 дня тяжелой совместной работы по разминированию, плюс подрывы, совместная гибель, совместные товарищи, потом спасение одни другого и так далее, ситуация начнет меняться. Раз. Второе. Взаимный поиск и возвращение убитых, обмен. Что, собственно, в значительной степени сейчас и происходит, но после перемирия. То есть россияне с воинскими почестями хоронят украинцев или передают, которые нашли. Мы с воинскими почестями хороним или отдаем россиян, которых нашли. Это тоже очень сильно сближает. И там некоторые другие мероприятия, о которых будет иметь смысл говорить, если я буду человеком, который близок к принятию решения. А пока вот вам просто два примера. Это все очень быстро можно сделать, очень быстро. Нина Борисова, почему русские ни разу не бомбили центры принятия решений в Украине? А зачем? Зеленский крайне выгоден как руководитель Украины, потому что он уничтожает Украину гораздо эффективнее, чем российская армия. Э, Зеленский нарушил клятву, которую дал своему народу, когда сказал, что сделает все, чтобы украинцы не плакали. Да, Зеленский клятву отступник. он нарушил все, что он обещал. Поэтому что уж вы там берете один аспект, выделяете, он все нарушил. М, Ну, так вопрос, будет ли НАБУ в новой Украине? Ну, такое. Смотря какая будет новая Украина. Она может быть очень разная, может вообще не быть. Вы тоже из этого исходите. Вообще, конечно, да, вот тоже НАБУ. А кого они поймали за 10 лет? Ну, кого-то они там, конечно же, поймали, но я так помню еще до войны, еще пару раз, заходя в офис, я видел, слышал, чувствовал, что все в порядке у НАБУ с офисом по ключевым вопросам. Было тогда. Сейчас, конечно, уже не так.
Нет, я просто к чему? К тому, что у нас целая НАБУ, САП, а генералы сидят в России. А, Губернаторы стреляются да, да, да. в А России. министры, да. Ну, как бывшие губернаторы, ну, имеется в виду, да. Сунцзы же сказал, хотите понять все про систему, посмотрите, как они наказывают и награждают. Все понятно. Пользователь, вопрос. Сырского в отставку. Поддерживает ли Арестович этот тезис? Да. Алексей Николаевич, здравствуйте. Казахстан становится проект как Украина? Не. У Казахстана совсем другая ситуация. Да вообще, по-моему, больше как Вообще, Украина как не Украина будет. может быть только Украина, да, поэтому вы там не волнуйтесь особенно. Я вот правда, я вот смотрю этот путь, эти шишки на лбу и на разных мягких тканях, Да нет, синяки и это просто тупаки. катастрофа, да. Самый неудачный проект постсоветского периода. Наверное, самая страна неудачница номер один из тех, кто имели наибольший потенциал там в 91 году. В общем, полная катастрофа по всем параметрам. Значит, друзья, понятное дело, что как это устремляется и близится, и все, ну и вы как бы подбросили хворостинку в этот момент. Значит, у Алексея Николаевича скоро хорошая дата, Мгм. поэтому подписывайтесь, школа личностного роста, и вот такие вопросы уже полетели. Вот вам скоро 50, а мне скоро 30. Что бы вы пожелали себе 30-летнему? Пользователь Поменьше, спрашивает. поменьше слушай других и побольше себя. А, Приветствую. Какая судьба ждет Закарпатье? Да, это все очень сильно зависит от того, какой будет Украина. Мы сейчас на распутье, поэтому нельзя предсказать ничего судьбу. Могут быть варианты. М, Какую политику Европа да, какую политику Европа намерена проводить с беженцами после окончания войны? Планирует ли выгонять обратно мужчин призывного возраста? Ну, в общем, какие сценарии и судьбы? Я думаю, что она создаст систему условий таких, что те, кто адаптировался, они останутся. Сделают все, чтобы остались. Те, кто не адаптировался, вернулись в Украину. М, Так, просят обсудить Аэрофлот. Сегодняшний коллапс. Что, Хакерская атака белорусская, якобы белорусская. что такое обсудить Аэрофлот? Ну, обсудили, да. Атаковали. Дальше. Вы что, там полгода восстанавливаться нужно? Ну, будут восстанавливаться, станут умнее, поймут, что есть уязвимости, с которыми надо работать. А не думать, что ты можешь вести континентальную войну, не защищая все системы государства, особенно критические. Но таких же ударов может быть больше. Ну, может быть, да. Ну, да, понесут какой-то ущерб, не полетают самолеты, будет экономический ущерб, то все пятое-десятое. А Покровск все равно возьмут. И не только Покровск, скорее всего. Это ведь тоже выбор, который там нам рисуют пропагандистски. Ну, вот это вот вся. Я не понимаю, чему вот радоваться. Ну хорошо, не летают самолеты Аэрофлота, вам-то от этого что? Война прекратится? Нет. Что еще? Ну, давайте точку поставим. Угу. Очень серьезный вопрос от пользователя. Где трость? В засаде. Придет время, и вы снова ее увидите. Вместо трости, вот я специально даже показываю вам крупным планом, маленький Дарт Вейдер и большое это кольцо, как это, Всевластие. всевластия. Вот на этой замечательной ноте, когда пролетело кольцо всевластия над эфиром, во всех гаджетах, которые нас смотрят, я хочу всех поблагодарить за то, что смотрите, за то, что следите за нашими встречами. Алексей Николаевич, спасибо большое за время и мысли. Берегите себя, друзья. Всем добра и света.